Уже несколько лет журналисты освещают дело участников мирного митинга в столице Ингушетии, которые выступили против соглашения о границах с Чечней и потребовали отставки главы Ингушетии Юнусбека Евкурова. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках обвинил 7 лидеров протеста в создании экстремистского сообщества и приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ушахова к 9 годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева к 8, а Зарифу Саутиеву к 7,5 годам заключения. По мнению адвокатов, суд первой инстанции не привел ни одного доказательства причастности подсудимых к экстремистскому сообществу. Активисты считают, что решение суда должно быть признано незаконным, необоснованным и подлежащим отмене. С 13 января в Ставропольском крае идет апелляционный процесс по делу 7 лидеров протеста в Ингушетии. 3 февраля суд в Пятигорске предоставил участникам дела 2 недели на ознакомление с 12 из 80 томов материалов дела и согласился на личное присутствие подсудимых на заседаниях по рассмотрению апелляции. Адвокат Багаудина Хаутиева Басир Аздоев, который вошел в процесс по делу ингушских активистов месяц назад, попросил суд предоставить ему время для знакомства с 200 томами материалов дела. Однако суд оставил ходатайство без рассмотрения. На одном из заседаний сам Хаутиев отметил, что первые 9 месяцев находился под стражей по обвинению в применении насилия, а затем его обвинили в организации экстремистского сообщества. Нас обвиняют в 2 тяжких преступлениях, при этом следствие ни одного доказательства этого не представило, а судья первой инстанции сделал выводы на основании чистых домыслов. Также он рассказал, как его неоднократно уговаривали признать вину, чтобы сократить срок. Я отказался, потому что я не собираюсь себя оговаривать, но это демонстрирует, какое отношение к справедливости имеет это дело. Журналисты и политологи считают дело против ингушских активистов показательным и политически мотивированным. Спасибо, дорогой зритель, что ты с нами и ценишь нашу работу. Команда Алиф ТВ каждый день старается для обретения довольства Аллаха в обоих мирах. Ты можешь поддержать нас, просматривая наш контент через VPN. А если у тебя есть возможность, можно просто оформить спонсорство. Алиф ТВ. 1 на миллион.